Наабдусадорил чистого коня у Эрджуна в середине партии, но сумел ли сделать развязку на дербег против Эрджуна, сейчас будем посмотреть. В Индии проходит какой-то там классический супер чес турнамент Season 4. India's Strongest, сильнейшие в Индии. Кстати, Абдусадоров, Андрейкин, Фируджа желают быть сильнейшими в Индии. Ну да ладно, их право. А сейчас у нас интереснейшая партия, где на дербег Наабдусадорил себе фигуру в середине партии. Начинается ходом Е4, Е5, продолжается конь F3, конь С6, и в смутные грязные индийские города попадает испанский лучик. Испанский лучик радости. А6, этого лучика надо прогнать. Слон А4 отступает, слон Е7. Контратаку маршала желаем Абдусадорову запикнуть, но пока не там-то было. Сначала D3, спокойненько себе D6, C3. И вот в этом моменте Эригаиси принимает решение сыграть сильнейший вариант. Кстати, вариант очень интересный с ходом F5, который позволяет после того, как старый педрила уйдет в рокировку, открыть линию F и начинать атаку на позицию старого педрилы на той стороне реки. Брать пешку, конечно же, нельзя на поле F5, так как мы просто развиваем слона своему сопернику. А развивать что-то сопернику не совсем хорошо с точки зрения шахмат. Слон b3 аккуратненько, чтобы хапануть коня на поле g8, испортить Эрджуну влажные мечты остаться в рокировке. H5 Эрджун сразу же показывает, кто будет сильнейшим в Индии на этом турнире, на этой конкретно партии. Своим гроссмейстерским взглядом он предвидел, что Надирбек через несколько десятков ходов сделает рокировку в короткую сторону, и он уже тут. Он уже собрался, пихает своего пихунделя в атаку. Надирбек показал, что его гроссмейстерское зрение ничуть не хуже, и уже тоже предусмотрел, что куда-то слон, там конь, ферзь, куда-то конь. Этот пойдет тоже в 3-0, и этот уже его атакует. На шаг впереди. Слон на f6, чтобы потом как-то подвести ферзя, там что-то разменяться. Короче, сейчас посмотрим. А ты пока посмотри, как выглядит интерфейс Ютуба, где лайк ставится и подписка к каналу мутится. Конь А3, пошла конина на С4, следует ход ферзь Е7, конь С4. И у нас продолжение атаки. F4 задвигает друн Эрдрун, чтобы потом G5, G4 расколбасить вот этого коня. И также идея хода F4 не пустить лошадку на поле Е3, ибо лошадка с поля Е3 на D5 как зайдет, как навоняет. Но Абдусадоров тут решает сыграть наперед, пихает пешку G3, такой себе фаркоп, а ну давай зацепись. Что в принципе есть хорошо, но не есть хорошо. G5 следует в партии, дальше пихает просто G4, коня прогоняет, F3 задвинет с позиционными приобретениями на королевском фланге, но при этом ослабляет позицию своего монарха. А я вам напомню, что в этой партии Надирбек хитрыми узбекскими штучками наабдусадорит себе чистую фигуру. Но что будет дальше, это, ребята, вам затравочка, чтобы вы досмотрели до конца. H4 огрызается Надирбек, получает слон G4, Каролина черная собралась уже делать рокировку, ферзь Е2 и свалил себе в туман. Казалось бы, там будет ему тепло, но не совсем так, как покажет партия. Слон D2, конь А6, забрал на G5, слон G5, можно затырить. На поле G5 зевнуть ферзя на поле Е2. Кстати, я уверен, что среди моих зрителей есть такие, что заберут слона на поле G5. Если это не ты, ставь лайк. Рокировка уходит, белый батя уходит, занимает оппозицию через всю доску на короля своего противника. Ладья df8, ошибка, чтобы после взятия вот тут посматривать на скотину на поле f3. Скотина уже немножко завонялась, испугалась. Ладья df1, чтобы после взятия вот тут просто скотину застраховать. Партия была сыграна сегодня. Если ты смотришь это видео завтра, то партия была сыграна вчера. А если ты смотришь это видео не сегодня, не завтра, не послезавтра, то партия была сыграна сегодня. Ладья f7, есть желание сдвоиться на поле на линии f и продавить вот этого скакуна. Следует размен на f4, разменялись на f4, конина на e3, открывается нападение на ладью на поле f7. Именно поэтому, чтобы после ладья g7 не было коня на поле d5, необходимо этого конину сбрить, он здесь не нужен. Пешкой f, конечно же, надо брать, чтобы защитить свою конину на поле f3, ладья f6, уходит
уходит. Ферзь G2 уходит на дербек из-под связки. Тут слонина неприятная вязала. И конь А5. Конь на краю доски. Ну, вы помните, вы поняли. Слон D5 провоцирует на дербек ход пешкой на поле C6, чтобы слоном потом войти в туман и сыграть B4, поймать скакуна, который там пасется на краю доски. Ферзь E8. Хитрым ходом гроссмейстер Эрджун Эригаиси нападает на пешку А4, чтобы потом войти из-под тишка в зад королю и сделать ему здесь кровавое месиво. Но точным ходом b4 на дербек сначала прессингует этого коня, позволяет, конечно же, забрать на А4, но это получается полная лабуда, ибо если забрать этого коня, черный ферзь здесь немножко попандопула. Если он даст шаг на поле А1, король просто сбежит, ладья нападет, и если дать шаг вот здесь, слон b3 закрывается, все хорошо, ферзю надо отступать, поэтому на А4 никакой лох брать не будет. Конь отступает на c6 и ладья e1, чтобы нападать на поле h4, задвинуть этой ладьи по самые помидоры. Ладья f8, надавить на коня, на скакуна, конь g5, выстрибывает этот конь на поле h7, заобдусадорить вилку, и конь e7. И вместо того, чтобы сыграть слон b3, сначала не спешить обдусадорить сюда своего коня, сначала можно сыграть слон b1, разменяться в 7, что только можно. Если сейчас друн сюда заберет ладью, последует ферзь на поле f1. Дальше у нас есть возможность задвинуть сюда ферзя, напасть на этого скакуна, который с краю на обочине, пассажир за бортом. И после этого ферзь на открытой линии может решить исход этой партии. Но лучший исход этой партии — это тот исход, который был в партии. Слонина на поле d7 испугалась. Конь h7, вилка вроде бы, но это вилка такая, никакая. Ладья f1 забрал, и ферзем забрал тут на поле f1. Следует конь g4, атакует пешку на поле e3. Но эта пешка отравленная, ее брать нельзя. Абдусадоров играет слон h4, и если сейчас надавить на педаль на поле e3, последует тихий ход ферзь f6. Нападаем тут на коня, и коню надо куда-то линять. Если он линяет на g8, следует ферзь g5. Двойной удар вот туда и вот туда. Минус кобыла плюс партия. Но, кстати, минус кобыла в этой партии присутствует. Слон h4 нападаем, d5 удар по центру, конечно же, и слон g5 защищает на дербек пешку на поле e3. Этот берет на e4, этот тоже берет на e4, и следует король на поле b8. Нехитрыми манипуляциями на дербек сейчас разведет своего оппонента на коня. Сейчас брать на e7 нельзя из-за того, что просто падает конина на поле h7, поэтому брать там еще рано. Конина на f6 отступает, предлагает размен коню на поле f6. Если забрать этого коня, последует взятие вот тут так, потом вот туда. И обычное взятие на поле e5 не проходит, так как находится ход слон e6 за Эдруна. Поэтому в партии следует то ли зевок, то ли не зевок, но слон а4 следует. Потом конь g4 навалял и открыл диагональ на коня на поле e7. Забрал, ферзь h2, чтобы поставить железный красивейший мат на дербеку, отправить его домой из Индии. Ведь сильнейшим в Индии должен быть индус. Но мы будем наблюдать, кто будет сильнейшим в Индии. Ты, кстати, не забывай подписаться, чтобы наблюдать вместе со мной. Ферзь d3, парируем угрозу мата, друнить своего ферзя сюда, король пошел сюда. Еще один хитрый, незамысловатый шахиндос. Если сейчас пойти сюда королем, этот заберет слона, потом шах получит, чтобы слона защитить, король на а7. Если теперь сбрить слона, получается мат в один ход, пароход. Поэтому на дербек на такие понты не ведется. А повелся бы ты на такие понты, ты можешь написать в комментариях. Ферзь отходит сюда, на, еще тебе один друн, король сюда, на тебе друна опять на f2, и если опять отступать куда-то там не по фэншую на поле а3 после шаха, например, на поле а3, если ты отступишь, последует взятие. Тут шах сюда, если ты забрал, получается мат на поле а2, если ты забыл. Поэтому после хода ферзь f2 на дербек ушел в туман на поле а1. И получается ничейка. Будем ловить приход в следующих раундах. Будем посмотреть, что там шахматисты из себя представляют. Ну а ты кликай на предыдущее видео, как кто это такой? Левон Аронян Кеймера вальнул. Или кто там был такой? Кеймер вроде бы, да? Или Матиас Блюмбаум там был, ребята. На Блюмбаума нажимайте. До новых встреч!